Всем доброе утро, друзья мои. Уже утро, полный ход. 6 утра, почти без 20. Я еще работаю. Я трудоголик, как вы заметили. И считаю, что это правильно. Без труда. Ну, про рыбку уже не будем, но без труда ничего не достичь в этой жизни. И труд наш должен быть созидательный. И каждый человек должен прославиться и идти вперед благодаря своему труду. И это хорошо. Итак, друзья мои, перед вами белая свеча, 7 монет, мешочек для них и то, что я собираюсь вам подарить. Называется это «Мольба отвергнутых». Это не относится ко мне, но я буду читать от первого лица, потому что я должна научить, как правильно это читать, а для этого нужно применить на себе. Вы знаете, друзья мои, почему я хочу подарить этот ритуал, поскольку таких полстраны, к сожалению. Я работала в школе. Мне давали самые сложные классы. Во-первых, потому что опытные учителя не особо хотят нервничать и дают новичкам самые трудные классы. Во-вторых, потому что это колоссальный опыт общения с детьми, с трудными подростками. Когда я уходила, они плакали. Я как-то нашла ключ к их сердцу, ожесточившемуся. Когда я зашла первый раз в этот класс, один мальчик вокруг меня прыгал, как обезьяна, пытался поднять юбку, хохотал так ненормально. Мне было, конечно, очень неприятно, даже противно это все. Я навела справки, что с этим ребенком, может, он не в себе. Оказалось, что на его глазах отец зарезал мать. И вот он воспитывается у бабушки. Я работала в училище, преподавала одно время. И там были дети из неблагополучных семей. Меня потом назначили еще их воспитателем общежития. Я там готовила с ними праздники. Это были дети, которые могли не прийти на праздник. Вот мы подготовили целый месяц, они не приходят. И мне приходилось вместо них играть все роли. Я, конечно, нервничала, злилась на них, но, с другой стороны, я понимала, что у этих детей не было модели семьи, и мне откуда это все узнавать. Они были отвергнуты, они были изгои. Такими же изгоями может оказаться и семейный ребенок, которого обделяли, все время восхваляя старшую или младшую, и все время показывая, что вот ты никто, а этот самый такой. Есть такие неразумные родители, которым кажется, что таким образом они воспитывают ребенка. В школах очень много детей, которых родили для того, чтобы получить пособие, просто в пьяном угаре, не зная почему и как, для количества. Это очень страшно. И у этих детей уже сломленные судьбы, они серые цветы. Среди них есть люди, которые пробиваются, у которых есть мечта, у которых есть разум, интеллект. Но у них все время остается эта боль прошлого, боль от того, что они отвергнуты, что они были нелюбимы, что они были лишние в этом мире. Есть такое клеймо. Дорогие друзья, если у человека специально наведенное клеймо изгойства, если идет от родителей, я боюсь, это облегчит их боль слегка. Основное количество работы должен делать практик для них. Но есть люди, которые не могут простить своим родителям грубость, бесчеловечность в детстве. Даже если они потом, у них хорошие отношения, в любом случае остается в их сердце это ощущение того, что ты был не нужен. У этих людей наступит облегчение. И очень сильное облегчение. Они смирятся со своим прошлым, они простят,
своему прошлому эту боль, отпустят, упадет камень с их души, и их жизнь поменяется. Даже для того, чтобы пойти к практику и поменять в корню свою жизнь, более так, скажем, глубоко, да? И для этого тоже нужно иметь желание это менять. Вот этот ритуал откроет вам это желание жить и очень сильно поменяет ваше мировоззрение, уберет ваши обиды. Потому что мы все родом из детства, и детские обиды иногда могут быть роковыми. Я помню, когда мы работали еще в школе с одной знакомой женщиной, пошли в один дом, где мальчик просто не ходил в школу целый месяц. И спрашиваем полубухую маму: где ваш сын, вы не интересуетесь? Она нас обматерила, сказала, чтобы мы вообще туда не заходили больше. И, мол, мне плевать, где он, что он, мне не интересно. И вы знаете, вот в этот момент я хотела так по роже въехать просто ей. До такой степени вот злость взяла, что такая тварь смогла родить ребенка. А сколько нормальных, достойных женщин, которые не могут иметь детей. И вот этой твари Вселенная почему-то дает ребенка. Дорогие друзья, если вы не родные дети, если вы были брошены, оставлены в детдомах и прочее, знайте, что вы не лишние люди. Вы не хуже других людей. Вы не второй сорт. Вы такие же люди, и вас создали те же боги. Вас создали для каких-то функций. Просто ваша жизнь изначально была тяжелой. Для того, чтобы вы, пройдя эти трудности, были более зрелые, более достойные, более нужные этому миру. И я думаю, что этот ритуал поможет вам стереть эти обиды, эту боль, заглушить это все и начать новую жизнь. Я еще раз скажу, что я прочитаю от первого лица, хотя оно мне не нужно, честно говоря. Это не для меня. Но в любом случае, чтобы вы знали, как правильно это сделать, я прочитаю от первого лица. Открываете окно, ставите белую свечу, ложите туда 7 монет. Можно любого достоинства, но лучше десятки, лучше медные. А что с этими монетами делать, я в конце вам скажу. Почему я открываю окно? Для того, чтобы вместе с ветром улетело вот это вот слово во Вселенную, в космос. Голос мой, словно весенний поток, словно шум океана, словно грохот молний, сотрясет небосвод, дойдет до великого престола Верховного Бога, Отца. Ответь мне, Отец богов и людей, за что я отвергнута, за какое преступление изгой среди людей, за то, что родилась по священной воле Твоей, за то, что дышу и живу. Собаку любят и лелеят, птицу кормят с руки, а дитя человека изгой и лишний на земле? О нет, справедливые боги, вы не допустите такого. Я не желаю этой боли и не заслужила ее. Отсеките от меня тех, кто по крови родной, но по духу чужой мне, кто отверг меня, и соедините с теми, кто по крови родной мне и лучший был в моем роду. Один из рода меня отверг, а сотни меня приняли. Стираю я отныне клеймо отщепенца. Я любимое дитя богов, я равноправный человек, я душа живая и достойна счастья. Не было мне счастья, был я изгоем. Не быть мне отныне несчастным, не быть мне изгоем. Я рождена по воле богов. Они меня приняли, они моя семья. Отныне я дитя сотен матерей и сотни отцов. Я не сирота, я ребенок вселенной, я дитя богов. О боги, благословите мое рождение, я желанное дитя мира, я особенное чадо. Боги меня создали для счастья, да свершится сказанное. После этого
поскольку считается, что клеймо наносится судьбой на левую руку. Подносите руку над пламенем свечи, проводите несколько раз и читайте. «Сжигаю я свое клеймо в священном огне, свожу на 7 монет. Монеты отдаю миру, и от себя убираю черную метку. Первая монета заберет боль, вторая монета заберет одиночество, третья монета заберет неустроенность, четвертая монета заберет воспоминания, пятая монета кошмарные сны заберет, шестая монета метку черную заберет, седьмая монета ненужность и страхи мои заберет. Заклято. После этого собирайте эти монеты сюда, в какую-нибудь, емкость, сундучок или куда угодно. Ой. В тот же день, не обязательно в ту же минуту, но в тот же день, в течение дня выносите. Оставьте эти монеты вместе с бутылкой пива, водки, любой хмельной напиток. Относите, оставляйте возле дерева и говорите: метка черная навеки с меня сошла, ушла, не вернется, заклято. Отвернулись и ушли, без оглядки. И вы посмотрите, как вам станет легче. И все ваши больные воспоминания, кошмарные сны, и то, что вам пришлось перетерпеть, постепенно будет стираться с памяти, а может и сразу. Вам захочется жить и поменять свою судьбу. Удачи вам!